Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомитовод и обязательно прожимай колокольчик. Здорово, танкист, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. И сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре средний танк СССР, советский средний танк с задним расположением башни А-44, проходная прокачиваемая ветка. Вот. У этого танка куча минусов, а вот плюсы мы сейчас с вами будем искать. И предлагаю сразу отправляться смотреть бронирование данного агрегата. Погнали. Итак, collision модель нашего А-44. Ну и давайте начнем с корпуса. Да. НЛД у нас 75, переведенки 90. Центральный стык у нас 151. ВЛД 75 мм, переведенки снизу 138, сверху 148. Есть вот такая вот верхняя часть над ВЛД 150 мм, в переведенке 211. Есть вот такая планочка, ее, кстати, видно, иногда туда залетает. 30 мм, переведенки 60. Очень крепкая, как для среднего танка ВЛД, стык крепкий, вот эта часть сумасшедше крепкая, запоминаем. Теперь по поводу башни. Основная бронеплита 90 мм, переведенки 107. Здесь уже начинается рикошетный угол, и вот этот кусочек основной бронеплиты еле видно. Маска орудия 95. Так, стоп, 173, 173. 90. Есть дыры в маске, да. Есть, но они очень маленькие. В них будет тяжело попадать. Прям вот вокруг орудия идет. Это кругляшок, что ли? Его вообще здесь не видно, да? Вот эти части 102, 110. Интересный очень лючок у данного агрегата. Есть 60 мм, есть 120, есть 60, есть 120. Боковое бронирование, как бы заднее расположение башни, предполагает хорошо танковать от борта. Давайте смотреть. 60 мм, здесь 69. Соответственно, ставим от борта. Действительно хорошо танкует, даже через каток не бьется. Но есть вот треугольничек маленький, есть вот цилиндр подбашенный, да? Вот он бьется. Эти места надо знать, что бьется подбашенный цилиндр и вот в этот пятак. Их можно выцеливать. Плюс, ну вот эту часть вы не увидите, потому что все-таки заднее расположение башни. И он, конечно, ему будет очень удобно от борта танковать. То есть от борта этот танк реально неплохо танкует. Вот такое вот бронирование. Погнали в огонь. Итак, с броней разобрались, что-то в ней есть. Смотрим основные модули. Вот эту пушку даже не начинайте изучать после этой. Сразу идете через вот этот 5-й левел на 7-й. Это у нас 107 миллиметровка ЗИС-6. 300 альфа для среднего танка очень даже. 167 пробития основным, 219 голдой. 10 секунд заряжается на стойке. 1700 дпм, 0,45 точность, 3,4 время сведения. То есть вот эти два параметра 0,45 и 3,4 убивают эту пушку просто в корне. Даже несмотря на 300, так сказать, альфы. Вот. А по поводу башни. Она нам добавляет чуть брони и скорость поворота снижает. 370 зато обзор. Здесь-то плюс 10 метров обзор дает. Хорошо. Обязательно качайте для среднего этого танка топовую рацию. Топовый двигатель тоже рекомендую выкачать. Причем здесь разница приличная. Как минимум 20% подвижности можете рассчитывать на топовом двигателе. Ну и, конечно, ходовая. Здесь 44, а здесь 42. Немножко дает, но тоже желательно прокачать. Вот. По полевой модернизации. Кстати, можно 2 уровня повысить. Вот, а здесь, значит, что у нас? Скорость поворота ходовой, прикольно. Качаем вот эту штуку, да. Дальше смотрим. По огневой мощи у нас, мы помним, самая засада. Обязательно качайте плавающий прицел и качаем антибликовую маскировку фар. Все на незаметности. Обязательно. По оборудованию. По оборудованию. В основной слот, дающий дополнительный буст на подвижность, ставим турбину.
ставим усиленные приводы наводки, потому что сводится это орудие крайне плохо. Ну и, конечно, ставим досел. Иногда вместо усиленных приводов наводки вы можете себе поставить улучшенный прицел, вентилятор, к примеру, да, либо просветленную оптику. Вот. Это как вариант на замену. По снарядам. Основной снаряд у нас ББХ и голда у нас подкол. ББХ летит 830, голда 1038, что вполне себе вменяемо. По снаряжению ремка, аптечка, огнетушитель ставьте, все-таки это совок. И он, кстати, загорается именно от выстрела в лоб. То есть, если здесь вас пробьют, то есть это реально можете подгореть. Экипаж, 5 членов экипажа. Я его посадил с объекта 430 вариант 2. С девяткой этой ветки. Не переобучал на этот танк за голду для обзора, поэтому поставил дупаек, чтобы минимизировать потери от непереобученного экипажа. Перки для экипажа вы сейчас видите перед собой в таблице. По огневой мощи. Здесь самое плохое УВН в игре. -3. Казалось бы, на совках -5, но куда хуже. Здесь -3. Жесть, просто жесть. Вы именно от этого будете гореть, от этого танка. Нет УВН, заднее расположение башни. Не всем подходит. И здесь все это сочетается в одной машине. Зато ХП у нас, как для среднего танка, 1100. Нифига себе. Удельная мощность 18,23 лошадей на тонну. Вперед он едет 64,23 назад. Ну, сказать, что прям глядя на эти цифры он прям летает, это не так. То есть он нормально едет, но не на 64 км в час, это только он с горы летит, наверное. Вот, неподвижная машина, то есть у этой машины вполне себе вменяемая хорошая незаметность, но у меня перк незаметности вообще не вкачан. Вы можете смело рассчитывать где-то на 33-35% неподвижной машины, 24% в движении, это факт. По обзору у нас 352 метра, 40 метров у нас штраф. Так было бы 392, что вполне себе неплохо. По плюсам и минусам машины. Танчик реально небольшой, приземистый, поэтому по незаметности все у него будет норма, если скачаете перк незаметности. Это плюс. По подвижности плюс. Вот. По броне однозначно плюс, потому что в сравнении с другими средними танками у нас реально она есть. Ну и подошли к самому интересному, к пушке, к орудию, которое вам помогает убивать врагов. А вот здесь все плохо. Орудие кривое, сводится долго, УВНов у вас нету и заряжается пушка невероятно долго. Так что милости просим погореть, что называется, от этой машины. Предлагаю уже отправляться в бой, посмотрим, как играется данная машина в современном режиме. Погнали. Так, попали в Карелию. Попали мы на А44, обзор боем. Танчик 7-го левела, средний, советский. Вот. Попали к шестеркам даже. Вот. Прокачиваем проходная ветка, расположение башни. Задний УВН у нас жалкие -3. Такая себе история, короче. Они у них ИС, АТ-7. Итальянец. Ну, брони у нас не ах как много. Вперед мы ломиться не будем, но все-таки средний там. Есть пробитие. Есть пробитие. Вот. Мимо. Эх, жалко. Сейчас кого насыпали. Очень жалко.
куда ты летишь, снаряд? Так, так. Есть шанс проехать наверх. Как ни странно. О! Так. Иса нашли. О, камень с улей едет. Это все наш засвет. Не доехал, не получилось. Нормально мы посветили. Не хватало. Не доехал. Ну чё, полторах, прям вот план выполнили, да? 2 с небольшим К суммы. 1500 настроил. Кнопка не нажималась. Все. Вот такой вот танк. Не, сложный в чем-то, и в первую очередь из-за отсутствия ОН. Минус 3 это жесть. Вот, это жесть. Но играть все равно, конечно, можно. Мне на самом деле вся эта ветка вообще не нравится. Там все танки, как по мне, так они уродские. Вот, ну реально. То есть, если вот посмотреть ветку, да, где она. Вот. А43, еще бы ничего. Вот дальше начинается СА-44 минус этого там. Объект 416, урод. Объект 432, урод. К-91 на любителя. То есть вся ветка больная. Поэтому, господа, поэтому. Пишите свои комментарии, как вообще вам нравится эта веточка. Какое вы используете оборудование на этом танке. Вообще, как он зашел, не зашел, получается, не получается. Вот. Ну и, конечно же,
Пишите свои комментарии, ставьте лайкосы, подписывайтесь на канал. Говорю, до скорых встреч. Пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.